Приветствую, господа и господа. В студии, как обычно, Морд, и да, я в трубе. Если быть точнее, то в определенной трубе в подземелье разрушенный город Ара. Почему я здесь? Ну, потому что решил устроить вам небольшой интерактив в начале видео. Можете пока выдвинуть гипотезы, что я тут забыл, а уже буквально через пару минут я расскажу, в чем же соль. А вы потом сможете написать в комментариях, угадали или нет. Дам небольшую подсказку. Сегодня мы поговорим о самых запоминающихся, забавных, интересных или тупых багах в Guild Wars 2. И начнем мы, пожалуй, со снежинок. Зимой 2012 года, а точнее в декабре, стартовал первый в Guild Wars 2 ивент Very Merry Winter's Day. Однако вместо праздничной рождественской атмосферы игроки получили несколько сотен перманентных банов и кучу лулзов на Reddit. Все началось еще 12 декабря, когда в сети стали появляться первые упоминания о нестандартно работающей разборке бижутерии на основе Brilliant Snowflake. Игроки, использовавшие на тот момент Master Salvage Kit или Black Lion Salvage Kit, с некоторой долей вероятности получали обратно и саму снежинку, и часть эктоплазмы. Да, метод был не гарантированным, однако вероятность возврата реагентов все еще была довольно высокой, что привело к незамедлительной реакции рынка. Уже на момент отключения рецепта 16 декабря цены на эктоплазму довольно сильно снизились, потому что на рынке ее стало очевидно много, а цены на руду, напротив, выросли из-за постоянно растущего спроса, что привело к снижению общего профита. Так, например, здесь юзернейм показывает затраты на крафт с учетом расходников и реагентов и свой тотальный выхлоп. Как он сам говорит, это данные на 16 декабря, когда рынок уже успел отреагировать на действия игроков. То есть до этого момента профиты были, скорее всего, еще выше. Реакция разрабов последовала незамедлительно, отправив на тот свет порядка 200 аккаунтов. Аргументом послужила дефолтная манипуляция рынком и риск обвала экономики. Сами разработчики, если верить официальной вики, приравняли этот эксплойт к дюпу и расчехлили банхаммер. Разумеется, сразу же все забаненные полетели плакаться на форум и на Reddit, где нашли себе множество восторженных и поддерживающих откликов. Даже автор математики, указанной выше, далее в своем посте писал, что выхлоп от примерно такой же операции с крафтом рарных наплечников приносит всего на несколько процентов выгоды меньше, ну или около 2,4 сильвера за раз. Судя по контексту выше, меня забанили из-за разницы в доходности при разборе предметов всего в 1,5 серебра. Если они собираются внедрять подобное регулирование рынка в свою игру, я даже не стану пытаться обжаловать свой перманентный бан. Но давайте-ка отмотаем чуть-чуть назад. Автор очень трогательно рассказывает про зверство админов, манипулируя фактами. Прикол в том, что выхлоп 3,9 серебра оставался на момент отключения рецепта и первых банов. Так что аргумент про то, что рынок среагировал и вообще мы на торговле напротив помогали выводить голду из экономики, звучит крайне жижно. Фишка в том, что рынок действительно отреагировал, но гораздо медленнее, чем мог бы на самом деле, потому что в отличие от крафта наплечников, за которые не банят, эксплойт со снежинками оставлял тебя в замкнутом цикле. На дистанции ты выходил в довольно длительный луп крафт salvage, который позволял аккумулировать ресурсы, потом разом продать большой стак реагентов и купить новые дешевые для дальнейшего крафта. Для наплечников так не работало, потому что ты их скрафтил, у тебя закончилась тряпка, ты пошел купил еще, то есть корреляция с рынком была бы гораздо быстрее. Формально, гигапрофитов могло и не быть, однако даже те люди, которые не стремились к моментальному обогащению, все равно аккумулировали большое количество ресурсов вне экономики и в какой-то из дней могли разом выбросить все это количество на рынок, как в общем-то случилось с эктоплазмой. И в моем понимании это примерно как говорит: я напечатал деньги на принтере, но я же не понес их в магазин, я их держал при себе, следовательно, я не преступник. Так или иначе, споры на тему оправданности банов в тот день идут до сих пор. А что вы думаете по этому поводу? Были ли блокировки заслуженными или в этот раз админы откровенно пережестили, и эксплойт не был настолько прям разрушительным? Пишите в комментариях, а мы пока перейдем к похожему багу, который уже реально мог подруинить экономику и привести к более серьезной инфляции. Поднимите руку те, кто любит коллекционировать скинчики на броню и оружие. Если такие есть, то вполне возможно вы помните, что в столицах каждой расы можно найти вендоров комплектов армора и вепонов этой самой расы. Так сказать, сигнатурный внешний вид. Так вот, некоторые виды оружия, в частности Грейтсворда, можно было закупить по цене в 1000 раз меньше, чем изначально предполагалось. То есть на них стояла цена не 21 тысяча кармы, а всего лишь 21 единица кармы. С учетом того, как активно на старте игры люди участвовали в ивентах, чемпион-трейнах, босс-рашах и прочих активностях, которые сами себе и придумывали, кармы на руках было тогда довольно много. Не сравнится, конечно, с рейдами и фракталами, но все же. Я подобное видел и
почему-то мне кажется, что даже купил себе оружие в коллекцию, но я тогда только-только качался, причем не супер активно. Все же WoW тогда для меня был приоритетной игрой. Так что о тонкостях абуза мне было неведомо, а абуз определенно был. Во-первых, можно было объединять по 4 таких меча в Mystic Forge в надежде поймать рарку с лучшими статами, а также ради шанса экзотика, что было очень важно в то время. Или даже ради шанса одного из двух прекурсоров, которые потом можно было использовать в крафте легендарки или продать на аукционе за хорошие бабки. Вторым абьюзом была банальная разборка на эктоплазму. Даже получив одну сферку с 2-3 распылений, игрок все равно выходил в нереальный плюс по деньгам, по сути печатая голду. И если в случае первого бага рынок отреагировал и стабилизировал крафт, то здесь рынок вообще никак не участвовал. Карма бралась буквально из воздуха. Ну, окей, карма бралась с ивентов, но при этом позволяла конвертировать ивенты в голду в пропорции, которые разработчики даже не предполагали. Всему виной стала даже не ошибка системы и не совокупность каких-то факторов, которые нужно было как-то хитро выебано воспроизводить. Это было банальной опечаткой в переменных, которые возвращали клиенту неправильное значение стоимости предмета. То есть, по сути, где-то там какой-то из разрабов поставил вместо запятой точку и подарил игрокам охуительную скидку на довольно ценный предмет. Ну, давайте признаем, что за 21 карму даже мусорная рарка будет полезной. Разрабы отреагировали не то чтобы быстро, но крайне сурово. В отличие от эксплойта со снежинками, под пиздарез попали 1000 аккаунтов. Порядка 3000 получили перматч, еще около 1000 тайм-аут на 72 часа. Причем ArenaNet сделали четкое разграничение. Для тех, кто всего пару-тройку раз воспользовался эксплойтом, наказание не последовало. Было просто такое мягкое, липкое предупреждение. Для умеренных абьюзеров, если не ошибаюсь, от 40 до 100 копий оружия, был тайм-аут на 72 часа. Для тех, кто надюпал сотни и тысячи двуручников, не оставалось иного пути, кроме как отправиться в бан навсегда. Именно тогда и появилась знаменитая риторика «Вы знали, что делали». Буквально как ставшая позднее культовой цитата про удары ножом и действия наверняка. Однако нужно сказать, что в качестве жеста доброй воли игрокам, получившим перманентный бан, была предоставлена возможность восстановить аккаунты при условии удаления всех предметов из золота, полученных через эксплойт. Как вы думаете, достаточно ли было просто отправить чуб подумать над своим поведением, или удаление эктоплазмы и нароленных в Mystic Forge предметов тоже было необходимо для сохранения экономики? Пишите в комментариях. И, кстати, раз уж мы заговорили о коллекциях, смотрите, что есть. Хоба! Да, это посох Final Rest. И вы наверняка спросите, а чё такого-то, блять? Он стоит меньше одной голды на аукционе. Но что если я скажу вам, что в начале Guild Wars 2 его теоретическая цена доходила до нескольких сотен золотых. Почему теоретическая? Ну, потому что его купить никто не мог, потому что первые полгода он банально никому не падал. Игроки целых 6 месяцев не могли понять, где искать заветный экзотик, учитывая, что на тот момент он выглядел крайне стильно и аутентично. Скрафтить его было нельзя, датамайнеров еще не развелось, а разрабы как назло подливают масло в огонь, ехидничая из своих офисов, мол, давайте, у нас все нормально работает, просто вам не везет. Как в своих же заметках писали сотрудники ArenaNet, посох падает from a large boss chest. И тут вот какая штука. Вне контексте Large Boss Chest можно понять и как ящик с большого босса, и как большой ящик с босса, что не давало почти никакой конкретики, а только сильнее подогревало пуканы в комьюнити. Но геймеры были бы не геймерами, если бы не устроили целое расследование на эту тему. Вокруг мифического посоха организовалось целое движение Final Rest Looters. Это были не просто сагильдийцы, а огромная фан-база энтузиастов, которые раз за разом прочесывали Тирию, убивали боссов, делали джампинги и пробовали самые невероятные подходы для изменения показателей лута. Как вы можете догадаться, безрезультатно. В итоге со временем осталось две наиболее жизнеспособных теории. Первая – посох падает с Shadow Behemoth, потому что он наиболее плотно связан с темой из огромной мифологии Тирии. Кроме того, он хорошо подпадает под категорию большого босса с сундуком. Вторая. Посох падает с чемпионских сундуков в катакомбах Ора, потому что Ор в лоре Guild Wars 2 стал резиденцией Жайтаны и пристанищем мертвых, где дракон воспроизводил свою армию. Игроки на протяжении еще нескольких месяцев безуспешно фармили злополучную палку, пока мир Guild Wars 2 не перевернулся. 26 февраля 2013 года вышел очередной патч для игры, где лаконичной и непримечательной строчкой значилось «Исправлен баг, препятствующий выпадению Final Rest». Ебальники тысяч игроков в этот момент имаджинировали? Само собой, уже в течение первого дня на рынке появилось столько посохов, что их цена из ожидаемых сотен золотых превратилась от силы в десятку.
Сейчас палка стоит всего 8 сильвера, что делает ее легким дополнением для коллекционеров. Причина бага так до конца и не раскрыта. Разработчики никак не комментировали ситуацию, видимо, испугались праведного гнева игроков, особенно после того, как бессовестно их подъебывали на протяжении долгого времени. Наиболее вероятным является два предположения. То, что таблица лута не была адекватно подвязана к сундуку с бегемота, и то, что шанс выпадения у посоха был ошибочно занижен в неадекватные показатели. Так или иначе, после 2013 года Weapon стабильно падает и попадает на аукцион. А знаете, что еще падает? Моделька персонажа, который залетел в текстуры. Как известно, все спидранеры после смерти отправляются в Out of Bounds. Но что, если я скажу вам, что попадание в Out of Bounds стало в какой-то момент чуть ли не рутиной для обычного ГВшера? Дело в том, что в ванильной версии игры существовала серьезная проблема с войджампингом. Точнее, как проблема. Скорее, забавная недоработка, которая в какой-то момент начали активно абузить игроки. Ошибка базируется на несовершенстве коллизий и специфике работы движка с загрузкой текстур. Находя швы между моделями скал или в углах декораций, или используя умения перемещения, такие как, например, блинки Месмера, игроки проваливались под поверхность земли. Технически под каждой картой Guild Wars 2 находится бесконечная водная гладь. Это такой рудиментарный слой океана, используемый для глобального рендеринга воды. Попадание в этот нижний мир позволяло перемещаться под препятствиями без каких-либо ограничений. Именно последняя фишка и была ключевым моментом в использовании этого бага. Конечно, были энтузиасты, которые пользовались войджампингом для попадания под геометрию и текстуры в городах и локациях. На ютубе до сих пор лежат видосы на эту тему, и вы можете их посмотреть. Однако в подземельях такой абуз смог не просто помочь скипнуть сложный участок, но и вовсе проигнорировать большую часть инстанса. Поскольку триггеры телепортов и боссов распространялись вниз и вверх бесконечно, можно было просто проплыть до финального босса, включить вейпоинт рядом с ним и тупо протонуться в конец инста, убить ласта и забрать лут. Я помню, как несколько раз абузил этот метод в АРА на пути 2, проплывая под все карты, пока мои тиммейты дочищали элиток. Оказывается, подобные дыры ArenaNet крайне быстро фиксили, однако тот факт, что именно в донжонах вейджамп больше не сработает, я узнал буквально неделю назад, когда искал инфу для этого видоса. Честно говоря, я даже пошел проверить, но результаты вы можете видеть на экране. Забавно еще и то, что зачастую разрабы использовали тактику расстановки невидимых стен, чтобы блокировать игрокам доступ к запретным территориям. И вы наверняка уже догадались, в какой момент все поломалось. Конечно же, с появлением маунтов. Их мобильность и возможности к преодолению препятствий заставили команду полностью переработать механику коллизий, и даже несмотря на это, игроки до сих пор продолжают находить дыры и уникальные интеракции в игре. Говоря об уникальных интеракциях, нельзя не упомянуть уморительную историю, которая случилась летом 2015-го. К моему величайшему сожалению, я ее не застал, потому что в эти дни стирал китель на дембель, однако масштаб катастрофы был потрясающим. В конце июня вышел патч, который представил переработанную систему трейтов и общую ребалансировку классов. Как вы думаете, что могло пойти не так? И хотя в целом новые плюшки игрокам зашли, была одна штука, которая работала как-то очень странно. И закономерность ее работы была подозрительно стабильной. Настолько стабильной, что в какой-то момент мировые боссы начали дохнуть за секунду, даже не меняя фазы по ходу боя, а на World vs. World творилась настоящая мясорубка. Всему виной новый трейд Symbolic Avenger, который повышал исходящий дамаг вардов на 10%, если враг находился внутри его символа. Ну, казалось бы, 10% это не так уж и много. Вот только неужели вы правда думаете, что бонус к урону считался из одного источника? Как бы не так. Я не знаю, насколько глубоко кривой была формула, но суть в том, что прирост учитывался не только за сам факт наложения на пол символа игрока, но и за символы всех игроков в радиусе. Даже не так, учитывался каждый символ каждого игрока. Представим, что у вас 10 гвардов, которые бьют босса автоатаками молотка. С учетом доступности квикнесса это 10 символов постоянно. В итоге урон каждого гварда увеличивался по формуле 1.1 в 10 степени, что давало примерно 159% бонусного урона, потому что сюрприз-сюрприз, бонус от таланта был еще и мультипликативно. А теперь представим армию гвардов, которые крутят ротацию и кладут минимум по 2 символа на пол. И этих гвардов на каждом событии 20, 30, 50. Боссы отлетали за секунды, но даже это было не самым большим траблом. Самое очко творилось как раз в World vs. World, как я и говорил ранее. Из-за того, что бонусы стакались мультипликативно, осады крепостей и башен превращались в ебучую клаун-фиесту. Можно было просто кидать под ноги обороняющимся рейнджовые символы и сносить отряды дистанционно, по сути не отвлекаясь от продвижения к лорду, который, как ни странно, тоже отваливался за мгновение, даже несмотря на скалирование статов.
Разработчики полностью выключили талант 7 июля того же года. Позже его вернули с полностью переписанной логикой. Теперь бонус стал фиксированным и ограниченным по количеству стаков. Максимум их было 5 по 2%, а позже стало и вовсе по 1%. Это исключило возможность групповой эксплуатации. Поскольку эта ошибка была полностью виной разработчика, и игроки не могли никак избежать ее использования, банов не последовало. Хотя, наверное, если бы уязвимостью не пользовались буквально все, Анет бы точно забанила пару сотен аккаунтов. К счастью, коллективное сознание в этот раз оказалось сильнее. А что может быть еще сильнее? Конечно же, ваш лайк и подписка на канал, если вы еще не. Если вам понравился такой формат, можете написать об этом в комментариях. И давайте, если под видео наберется хотя бы 50 лайков, то я в течение пары дней дропну вторую часть с разбором багов. Там, поверьте, еще куча интересного контента. Также приглашаю вас подписаться на телегу и свеженький дискорд по ссылкам в описании, чтобы у нас было больше каналов для связи друг с другом. Кроме того, я зарегал гильдию, как вы и просили. Вступить легко, напишите мне в игре, и я вас приглашу. Вступать не обязательно, это исключительно для тех, кому прям хочется, ничего никому не навязываю. А также хочу набрать до конца года хотя бы 1000 подписчиков, буду делать видосы почаще и постараюсь выкладывать что-то реально интересное. Также заходите на Twitch, где я возобновляю стримы. Пока что думаю по средам и четвергам с 7 до 10 по Москве. Приходите, как раз сегодня, я думаю, что выйдет видос этот в среду. Сегодня приходите, познакомимся, обсудим новый патч, погоняем во что-нибудь, ну или посмотрим видосики, которые вы можете присылать в телегу или в Discord. И напоследок, ребят, если добавляете в друзья в игре, напишите пару слов в ЛС, чтобы я знал, что это именно вы, а не просто какая-то рандомная чуба, которой я, там, не знаю, ветеранку в открытом мире убил. Все, всех обнял, приподнял. Муа.